Энн Лин – уродливая одинокая сирота, которая потеряла свою мать в автомобильной катастрофе и осталась с карточным долгом своего отца. Во время празднования своего 18-летия Бог ворвался в его квартиру и телепортировал его в духовный мир, дав ему систему бога войны. Эта система раскроет его божественный потенциал, разблокируя навык обмана, который повысит его уровень быстрее, чем у всех в этом мире. Благодаря его духовному зрению, Бог дал ему рекомендательное письмо для обучения в Высшей Академии Магии. Но перед отъездом Бог спросил, действительно ли Энн Лин стоит того, чтобы ради нее это делать. Но он улетел, смеясь, потому что наконец-то избавился от своего злосчастного проклятия. Появился дух системы бога войны и приказал ему помочь человеку, застрявшему внутри портала телепортации. Лин поднимает руку и пытается поглотить огромную энергию. Но самая горячая девушка появляется изнутри и садится на него сверху. Она помогает ему подняться и представляется как Зео Лин, но говорит ему, что они должны поторопиться, поэтому она тащит его в портал. И Энн Лин понимает, что его жизнь наконец-то наладится. В Академии магии они замечают, что все спешат сдать экзамен на профпригодность. Тест, который определяет класс человека от 1 до 100, прикасаясь к зеркалу под названием «Сияющий божественный монолит». И они видят человека по имени Чонг, высвобождающего величайшую ауру. Минуточку внимания. Всю свою жизнь я сижу непонятно на каких вещах. То на табуретке, то на полу, то с медведем. И знаете, в один день моя жизнь изменилась. Мне прислали игровое кресло от компании Defender. На своих экранах вы видите сайт Defender, где я заказал данное игровое кресло. Вы также можете увидеть характеристики данного игрового кресла и, конечно же, фотки. Это Photoshop или реальное фото? Конечно же, это реальное фото, потому что я только что собрал это кресло, и вот я сейчас сижу на нем. Итак, давайте расскажу вам про плюсы и про минусы данного кресла. Во-первых, очень удобное кресло. Я высокий человек и... Честно, я сижу в нем, и мне комфортно, мне максимально комфортно. Вам комфортно? Да. Ему комфортно. Второй плюс этого игрового кресла, оно очень крепкое. Я его не раз уже бил, кидал, и знаете, у меня всегда какие-то активные стримы. Подождите, мне голубь звонит. Что? Мне голубь звонит! Всегда какой-то актив происходит в доте, в файте, короче, там что попало, и я могу даже, кинуть в экран кресло. Третье, тут очень классная кожа. Вот я просто трогаю. Боже, какой кайф. Ну и в-четвертых, она очень комфортная. Я не знаю, я вот просто сел. Боже, какой кайф. Вот реально просто, спина не болит. Я вот мог целый день сидеть, целую ночь. Просто 36 часов за этим креслом. И ничего. Кстати, недавно с этого кресла я сделал сальто. Кстати, сейчас покажу. Минусы данного игрового кресла то, что его у тебя еще нет. Так что быстренько по ссылочке в описании заказал его, пока я все не скупил. Спасибо за внимание. Следующая очередь Сяо Линь, и она касается монолита, высвобождая огромное количество энергии, спускающейся с небес. Ей также присвоен 1 класс. Но наконец-то настала очередь Энн Лин. Он вручил инструктору свое рекомендательное письмо, и она была потрясена, обнаружив, что оно от мастера Лу, легендарного мастера, который достиг бессмертия, превзойдя богов. Инструктор по нумерологии оценивает свою силу и объявляет всем своим сверстникам, что Ань Линь совершит чудеса, которые потрясут весь духовный мир. Все его сверстники повторяют его имя, и Ань Линь знает, что он наконец станет главным героем аниме. Однако это китайское аниме, так что он совершает величайшее чудо из всех. На протяжении всей истории он единственный человек, у которого никогда не было магической силы, и он собирается войти в высший класс. Все студенты возмущены, поэтому один из них кричит, что он мошенник и хочет с ним подраться. Но Сяо Линь хватает его и улетает прочь. Она приносит извинения за то, что навлекла на него всю эту ненависть, но обещает, что отныне будет защищать его. Позже той же ночью Лин исследует свою систему бога войны, чтобы понять, как он может повысить свой уровень. Система выдает ему список чит-квестов, которые помогут ему повысить уровень за год, выполнив несколько заданий. В первом квесте ведущий выполняет 10 отжиманий, так что Энн Лин с легкостью справляется с ними. Система немедленно повышает его уровень и переводит на 1 ступень. И его сила резко возрастает, позволяя ему отжиматься одним пальцем. Для выполнения своего второго задания ему нужно выполнить 10 отжиманий, так что Ан Лин выполняет 20 отжиманий. Он сразу же переходит на 2 ступень. Следующее задание – выполнить 10 раз по 10 отжиманий. Благодаря своей новой силе Ан Лин выполняет их с человеческой скоростью. Чтобы перейти на 4 ступень, ему нужно выполнить от 10 до 10 отжиманий, в общей сложности миллиард. Лин понимает, что на это у него уйдет 1000 лет, поэтому система предлагает ему подсказку. Зиал, возможно, сможет дать ему несколько советов, поэтому Энн Лин решает отправиться на встречу с ней. Выходя из своего дома, он рад, что у него есть такая потрясающая система прокачки читов.
но таинственный шпион пытается устроить ему засаду. Благодаря своим духовным глазам Анлун быстро использует свои рефлексы, чтобы уклоняться от ударов. Скорость противника почти ошеломляет Анлуна, и хотя он может видеть траекторию своих ударов, блокирование их все равно приводит к тому, что он врезается в забор. Резко увеличив скорость, он исчезает и начинает ошеломлять своего противника, проносясь рядом с ним, чтобы нанести сокрушительный удар. Он спрашивает человека, почему тот устроил ему засаду, и понимает, что это Дабао, тот парень, с которым мы встречались ранее. Дабао задается вопросом, как Анлин уже достиг третьей стадии, и активирует талисман. Система предупреждает его, что его жизнь в опасности, а энергия талисмана мешает ему двигаться. Система побуждает его прибегнуть к крайнему рискованному средству. Энергия печати рассеивается по всему полю, и Дабао посылает Мону в сторону Энлин, но удар меча уничтожает ее. Появляется Сиалинь и мешает ему двигаться, и Энлин взволнованно увидев ее. Однако они слышат мужской голос, зовущий Энлин, и видят настоящего Дабао, пытающегося бросить ему вызов. Потрясенный тем, что они наблюдают, самозванец исчезает перед Сиалинь и пытается ударить ее. Но Энлин парирует удар. Появляется красная аура, поглощающая энергию противника, и Энлин использует свои небесные врата, позволяя Сиалинь нанести удар в сторону противника и вызывая ему нужно бежать. Ответная реакция от этого движения разрушает ядро Анлина, и он с трудом дышит, думая, что сломается. Дабао наконец-то нашел Анлина, чтобы бросить ему вызов. Но Золин вселяет страх Божий в его душу, и он убегает. Она говорит ему, что позаботится о нем. Он говорит, что имел в виду, что преодолеет четвертую стадию, и она рада, что неправильно его поняла. Они вместе смотрят в небо, и она извиняется за то, что подвергла его опасности. Она призналась, что поступила в эту академию не просто так. Она всегда хотела обрести способность защищать кого-то и хочет защищать Энлин до того дня, когда он станет потрясающим человеком. Она обещает, что не допустит никаких ошибок, и Энлин хватает ее за руку. Статус их связи возрастает до 60%, а статус любви с первого взгляда изменился на статус сна в первую ночь. Мои шутки, возможно, пугают тебя, но это нормально, потому что Энлин обладает самой сильной мощью. На следующий день Энлин изо всех сил старается не заснуть. Страх того, что кто-то устроит ему засаду, не давал ему спать всю ночь. И когда он попытался рассказать об этом инструктору, она предупредила ему, что он всеобщий враг. И она также будет очень строга к нему. Он замечает, что люди говорят лукаво, и система поощряет его использовать свои духовные глаза, чтобы внимательно слушать. Каждый из них хочет избить его и отобрать у него Сиалан. На занятиях Лин шокирована тем, что инструктор – это учитель. Но в чат заходит второй беспризорник. Анлин шокирована тем, что он не видит ее уровня, а Сиалан рада, что его волнует только ее уровень, а не ее красота. Алин приглядывается к ней получше и думает, что он хочет видеть ее в своем гареме. Она проходит мимо него и бросает на него нежный взгляд. Бедняжке Сиалинь становится плохо. Входит Шен, и парень позади них думает, что он хочет качнуться в другую сторону и попробовать это в течение дня, потому что мужчина в день не пускает доктора. Эти дерьмовые рифмы, вероятно, сбивают тебя с толку. Чень бросает на него холодный взгляд, и Анлинь думает, что это несправедливо, потому что у них замечательные лица. Но он говорит Сиалинь, что она тоже горячая штучка, но он ей не завидует. Сиалинь не ожидала, что это произойдет, и урок начинается. Все начинают медитировать, а Анлань понятия не имеет, что происходит, но использует свои духовные глаза, чтобы увидеть, как их ауры поднимаются к небесам. Очень жаль, что он не может учиться, но Сиалинь обещает, что она будет заниматься с ним после занятий и даст ему очень практический урок по анатомии. В течение всего дня Лин недоумевает, почему все его инструкторы неодушевленные предметы. Но в конце концов появляется мисс Гигантский сюжет. Лин рада видеть, что некоторые ноги ходят, и инструктор назначает его представителем класса. Они будут изучать мир смертных, и она дала каждому по телефону, сказав, чтобы они играли со своими телефонами до конца урока. Лин замечает, насколько все рассеяны и злится, потому что он ничему не учится. Она говорит ему, чтобы он радовался, что они могут просто играть в игры весь день, но Лин хотела бы, чтобы он чему-нибудь научился. Начинается курс нумерологии, и преподаватель наконец-то преподает их как настоящий класс. Затем он говорит, что они отправятся спать всем классом и запишут свои сны. Он считает до 3, и Анлин начинает засыпать, но последние слова, которые он услышал от инструктора, были о том, что его ждет кровавая баня после пробуждения. Энлин пытается заснуть. «Вернись в сознание», услышав голос небесной женщины. Но когда он просыпается, то видит, что Ксиалин пытается его разбудить. Сейчас начнется урок магии, и инструктор проведет магический поединок, чтобы помочь каждому развить свою магию. И Лин понимает, что все будут пытаться победить его. Инструктор вызывает Чонга, классного руководителя, а затем вызывает Энлин на дуэль. Слова профессора нумерологии наконец обретают смысл, и он идет навстречу вызову.
Сяолинь останавливает его и вместо этого пытается сразиться с Ченом. Она бросает огненный шар, но Чен блокирует его голой рукой. Ее ловкость позволяет ей отступить назад, чтобы нанести удар, но после того, как он блокирует его, она убегает, пытаясь нанести ему огненный удар с фланга. Но он грациозно уклоняется и наносит ей ответный удар. Она продолжает безжалостно пытаться ударить его, но его ловкость останавливает все ее атаки. Огненная аура охватывает ее тело, и она взлетает в небо, создавая феникса из пламени. Она устремляется к Чену, но он активирует свою тайную способность и образуется водяной купол, препятствующий проникновению Сяолинь. Система сообщает Аньлину, что он должен внимательно наблюдать, и своими духовными глазами он замечает слабость в образовании. Сяолинь выпускает шквал огненных шаров и устремляется к нему, нанося удары вниз, чтобы расколоть купол. Однако Чен говорит, что она недостаточно развилась, и его магический круг активируется над Сяолинь, сокрушая ее гравитационной атакой. Илин врывается внутрь, используя небесные врата и посылая мощный энергетический взрыв. Чонг потрясен тем, что все еще стоит на ногах, и Аньлинь создает красную ауру на его руке. Чонг говорит ему сдаться, но Аньлинь считает, что нанеся один удар, он избежит сотни ударов. Он швыряет моносферу в сторону Чена, но тот с легкостью уклоняется от нее. Чен собирает свои магические цепи и удерживает Алинь вместе с Сяолинь. Гравитационный круг снова активируется, заставляя Алинь упасть. Однако он улыбается, разрывая цепи. Чонг замечает разрушение в своем строю и понимает, что это было его планом с самого начала. Алин разрушает цепи золотым сиянием, достигнув 4-й стадии в середине битвы. Он теряет равновесие, и система сообщает ему, что теперь уровень будет другим. Для достижения 5-7 уровня ему нужно будет получить 1010 плюс 10, а затем 10 умножить на 10 духовных камней. Учитель распускает класс, и Чен подходит к нему, говоря, что он поможет ему продвинуться в самосовершенствовании, если ему когда-нибудь понадобится помощь. Воспользовавшись предложением, Энлинь спрашивает, может ли он получить 130 духовных камней, и Сяолинь думает, что это неловко, что он просит денег у других. Для Энлинь это новость, поэтому он быстро извиняется, но Чен берет его за руку, вручает ему 1000 духовных камней и уходит. Это похоже на гигабайтный чат. Он спрашивает Аньлина, является ли он также военным ботаником на форуме Burning Iron, и сообщает, что он является заместителем модератора. Этот парень буквально фанат Reddit. Так что появляется окно статуса, в котором они получают статус приятелей по заднице. К парню из гарема Анлин подходит любовный интерес номер 2 и представляется как Сузу. И Лин спрашивает ее, не могла бы она стать его девушкой. Но она отвергает его, потому что он слишком уродлив, и говорит, что надеялась, что они могли бы стать друзьями. Алин пытается вести себя хладнокровно. Но этот статус формирует их связь, давая ему статус застрявшего во френдзоне. Грядет битва за свободу, и система бога войны дает Энлин особую миссию. Если Энлин попадет в топ-50, система предоставит ей шанс выиграть случайный мифический предмет в начальной сингулярности. Однако, если Энлин потерпит неудачу, он превратится в симпатичную девушку на год. Он единственный человек в мире с такими условиями и не может отказаться от задания, пока не получит исекая. Он очнулся от кошмара и понял, что больше не может медлить, поэтому немедленно израсходовал все духовные камни, повысив свой уровень в 3 раза. С его новообретенной сверхскоростью он пытается разработать стратегию для победы в битве за свободу и исследует карту. Против него будут сражаться более 50 человек, и он понимает, что по сути играет в реальную Fortnite. Но с его нынешними способностями его ранг находится на самом низком уровне. Понимая, насколько удручающей является его ситуация, он думает, что ему нужно начать принимать меры, чтобы стать симпатичной девушкой. Поэтому на следующий день он спрашивает Ксиолин, может ли он стать ее лучшим другом. Его идея вызывает у нее отвращение, и он пытается сделать вид, что шутит, понимая, насколько странно это прозвучало. Все его друзья недоумевают, почему он так странно себя ведет в последнее время. Но Анлин уже достаточно натерпелся от этого смущения и боли. Он просит систему дать ему какие-либо задания, чтобы он мог продолжать сохранять свое достоинство. Благодаря его решимости система дает ему следующее задание. Чтобы достичь 8-го этапа, он должен победить противника с 9-го этапа. Но Энлин считает, что победить такого человека, как Сяолинь, было бы невозможно. Тем временем он решает выполнить несколько побочных заданий, чтобы научиться магии божественного уровня. Одно из них включает в себя сбор сущности горы, но поскольку он никогда не слышал об этом, он пытается придумать способ обмануть систему. Чтобы достичь 9-й стадии, он думает, что сможет заставить Золана намеренно проиграть ему, поэтому на следующее утро он пытается попросить ее о помощи. Золан говорит, что она готова сделать все, чтобы помочь ему. В конце концов, он спасал ее бесчисленное количество раз, и в ее сердце он самый лучший человек на свете. Взволнованный, услышав ее слова, он нерешительно просит у нее вместо этого сущность горы. Потерпев неудачу, он попытался попросить Чонга помочь ему, но тот отказался, сказав, что раскроет свою слабость
слабость только при внезапной атаке, потому что их лучшая задница – это задница. Услышав его слова, Лин понял, что никогда не сможет предать приятеля по заднице, поэтому он решает попросить Заля и еще одного время. В самом красивом месте кампуса Ан Лин встает на колени и говорит Залу, что он давно собирался сказать ей это, но хотел наберитесь смелости первый раз. Она спрашивает его, что это такое. Сеоль и задается вопросом, не лжет ли он просто потому, что слишком нервничает, чтобы признаться, и начинает краснеть, как только заканчивает говорить. Она говорит ему, что он, конечно, может тайком напасть на ее киску. Извини, я имел в виду, что она говорит ему, что он может тайком напасть на нее. В ту ночь Чонг думает, что Эн Лин определенно сможет победить ее, но хочет подготовить его, научив своим секретным приемам. Первая техника будет заключаться в том, чтобы связать ее, как в фильме «50 оттенков серого». Во время их встречи на следующий день Лин говорит ей, что он готов тайком напасть на нее. Но она встает и уходит, прежде чем он подойдет слишком близко. Она принесла ему эссенции, о которых он просил. Но он видит ее уязвимое положение и активирует свою магию, связывая ее своими цепями. Он пытается объяснить это недоразумение, но она с криком убегает, и он думает, что больше никогда не будет мыть руки. Она поворачивается и швыряет подарок, который принесла ему, называя его придурком. Он возвращается к Чангу и плачет из-за того, что был таким глупым. После того, как он перестал плакать, он увидел информацию Сеоля и приготовил ее для него. Читая ее, он съел горную эссенцию, увидев устройство отслеживания местоположения, которое она создала, чтобы защитить его. Он жалеет, что не был таким придурком, и хочет пойти извиниться, но у него начинает болеть живот, потому что эссенция пытается вывести токсины из его внутренностей. В ванной комнате система контроля состояния сообщает ему, что в течение следующих 13 дней у него будет диарея. Битва за свободу начнется через 10 дней, так что ему придется каким-то образом сражаться с другими, очищая свое тело. Тем временем Сиалинь задается вопросом, собирается ли он прийти и извиниться за свои действия, поэтому в итоге она пытается не спать всю ночь. Утром Ань Линь подвергает сомнению все свои жизненные решения и жалеет, что его не было в живых. В школе Ань Линь отсутствует на всех уроках, и Сиалинь подслушивает, как все насмехаются над ним за то, что он ленивый трус. Чен приходит спросить его, почему он пропустил урок, и думает, что внутренний демон мешает ему уйти, поэтому он начинает петь сутру своего сердца, чтобы попытаться вести машину. Дьявол и вон. Энергетические волны распространяются по всему полю, и очищение Анлина начинает ускоряться. Какого черта я наблюдаю? Скорость его очищения резко возросла, но он умоляет Чонга продолжать приходить и делать это каждый божий день. Тем не менее, Чонг решает продолжать петь, и у Эн Лин внутри все сжимается. Он оттачивает музыку так, словно он диджей, и это потрясает воображение Эн Лин. По прошествии нескольких дней, пока Чен пытается вылечить своего друга от внутреннего демона, Сиалинь слышит боль Ань Линя, но решает проигнорировать его, потому что он до сих пор не извинился. Ан Лин выпустил достаточно удобрений, чтобы прокормить целый лес. Но когда настал день битвы, Ан Лин все еще не закончила очистку. Когда в строке состояния осталось 3%, гигантская собака подошла и обнюхала его внутренности. Она представилась как Даби и, зная, что Эн Лин испытывает трудности, попыталась вылечить его, чтобы он почувствовал себя немного лучше. Старший старейшина представился и объяснил правила сражений. Вокруг них в качестве защиты будет разлит золотой свет, который телепортирует их обратно в безопасное место, если они получат достаточный урон. Он отправляет их всех в поле боя. Все выпрыгнули из боевого автобуса, и Даба видит, что его телепортировали рядом с Эн Лин. Я потрясен тем, что он уже вступил в 7-ю стадию. Он умоляет Эн Лин быть с ним помягче, но Эн Лин приближается к нему с угрожающей настойчивостью. В тот момент, когда он обнажил свой меч, Лин уничтожила его голой рукой и была разочарована в нем из-за того, что он не взял с собой единственную вещь, которая нужна каждому мужчине – туалетную бумагу. Он уходит в закат. Но Вэй подходит сзади и спрашивает его о местонахождении Ан Лина. Дабао вводит в заблуждение Вэя и говорит ему, что он пошел в другую сторону, потому что одно неверное направление может продолжаться целый день. Вот дерьмо, мы снова начинаем. Понимая, что в его голосе слышится неискренность, он приказывает Дабе собрать всех самых слабых учеников, чтобы он мог их устранить. В то же самое время зол и пытается определить местонахождение Ан Лин, обещая, что она не будет искать его, пока он не найдет ее. В глубине каких-то кустов Ан Лин пытается закончить последний процентный пункт. Но один из учеников находит его и пытается бросить ему вызов. Эн Лин умоляет его уделить ей еще 5 минут. Но появляется группа из 4 студентов, недовольных тем, что она победила Эн Лин. Поскольку первый человек, который подошел, не имел на него никаких претензий, они немедленно отправили его в нокаут. Эн Лин пытается выйти из этой ситуации.
Поэтому он спрашивает их, не хотели бы они сразиться друг с другом первым, чтобы победитель получил все деньги, в то время как они избивают друг друга. И Лин изо всех сил старается закончить работу с индикатором прогресса, и в конце концов он достигает 100%. Он овладел божественным навыком горные дрожащие кулаки. Он просыпается как новый человек, перевоплощенный изнутри с безмятежным спокойствием. В этом мире он обрел друзей и начал новую жизнь. Кто бы мог подумать, что диарея превратит тебя в философа? Они бросаются к нему, но благодаря своей новой способности он наносит удар, наполненный магической энергией, в их сторону, мгновенно уничтожая их. Победив человека на 9-м этапе, задание теперь завершено, и система повышает его до 8-го ранга. Тем не менее, учитывая его нынешнее положение на самом низу, у него нет возможности попасть в топ-50, если он не продолжит повышать свой уровень. Чтобы овладеть способностью Земли следующего уровня Бога, он должен подняться на пик Блэк Рок. Но если он хочет достичь 9-го ранга, он должен победить 10 противников 9-й ступени. Увидев высоту горы, он задается вопросом, как бы ему туда забраться, но Дабао бежит ему навстречу. Ему нужна помощь Анлина, и он отводит его обратно в потайную пещеру. Внутри собрался весь класс из 100 учеников. В общей сложности 291 человек. Он умоляет Энлин мирно устранить их, поскольку у него слабое сердце. Энлин благодарит их за то, что они были так добры. Несколькими пикантными ударами он уничтожает всех студентов до единого, поднимаясь на 40 позиций в рейтинге. Но как раз перед тем, как он сможет насладиться всей славой, появляется Фразон, готовый аннигилировать и приземлиться. Но фиолетовое пламя маны испепеляет его противника в течение нескольких секунд. Источником этой огромной силы был Лу, один из обладателей рекомендательного письма от Бога. Она богиня убийств номер 1. Она летает рядом с ним и просит его сыграть с ней в игру. Но когда Энлин говорит ей прекратить валять дурака, она высвобождает свою огромную магическую энергию, чтобы испепелить дерево, вселяя в него страх. У него нет другого выбора, и он соглашается поиграть с ней. Поэтому она просит его сыграть в Лигу Бессмертных. У кого-нибудь возникало ощущение дежавю из-за похожей игры, в которой герой Звездного Стража выглядит точно так же, как она? Да, у меня тоже. Он говорит ей, что хотел бы поиграть, но ее условия для игры с ним заключаются только в том случае, если он сможет правильно ответить на 100 вопросов. Если он это сделает, то станет частью клуба Лу. Он думает, что это сучка-психопатка. Но в конечном итоге они весело проводят время вместе, отвечая на все вопросы. В вопросе 18 она спрашивает его, кто красивее, Зиял или Сузу. Он изо всех сил пытается придумать правильный ответ. Какого черта я возьму на себя? Даже Лу взбешена, потому что она думала, что Сиалинь была его девушкой. Она видит, что он говорит правду, и объясняет, что у нее есть способность распознавать ложь человека по его ауре. Она продолжает спрашивать, красивее ли она Сиалинь, и Энлин признает, что она красивее. Ну и ну. Что касается последнего вопроса, она спрашивает его, хотел бы ты быть счастливым смертным или одиноким могущественным магом. Вспоминая свою предыдущую одинокую жизнь и количество друзей, которых он завел сейчас, ему все равно, есть ли у него силы или нет. Он только хочет добиться успеха. Мир станет лучше. Блу поздравляет его с тем, что он стал первым членом ее клуба, но она не позволит ему уйти. Она хочет, чтобы они продолжали играть вместе до конца турнира. И система напоминает ему о наказании в виде превращения в девушку, если он согласится на это. Для него невозможно уничтожить 10 врагов 9-й ступени, поэтому его единственным вариантом будет забраться на Небесный остров. Лу говорит ему, чтобы он уже приходил, но увидев ее палочку, ему приходит в голову гениальная идея, и он спрашивает ее, не мог бы он кататься на ее палочке всю ночь. Извини, я имел в виду, что он сказал, что хочет отвезти ее в красивое место на вершину горного пика. Система увеличивает их связь до 40%, придавая им статус гонщиков Long and Rough One. Зиал недоумевает, как он добрался до этого места, и тут появляется гигантский пес-монстр печенья, который говорит ей, что вместо печенья он хочет второе печенье Энлин. Она спрашивает его, что он имеет в виду, и он рассказывает, что Амлин изо всех сил пытается очистить свои внутренности в течение последних нескольких лет. Последние 10 дней позволили Сиалану наконец осознать истинную причину, по которой он не пришел извиниться. Но как раз в тот момент, когда она улыбается про себя, Вэй приближается и угрожает победить ее. Тем временем Анлин оседлает жесткую палочку Лу, пока они не доберутся до вершины горы. Система начинает поглощать силу Земли, чтобы он мог стать сильнее, чем духовный культиватор. За оставшиеся 24 часа система рекомендует ему придумать способ устроить засаду на Лю, но он видит, что их поджидает другой враг. Чень-Чень представляется и уходит, сказав Энлин, что он ждал его все это время, и исчезает у них на глазах, наложив заклятие на Лу. Она больше ничего не помнит о том, что только что произошло, и говорит Анлин, чтобы она уже начинала играть. Они проводят всю ночь, играя в Лигу Бессмертных, и она играет за своего любимого персонажа. Я так и знал, что она была чертовски хороша собой. Проиграв все игры, она начинает перекодировать игру, чтобы разблокировать некоторые навыки жульничества, и говорит ему вонзить в нее свою палочку так сильно, как только сможет. Лу рассказывает, что ее цель — создать игровую компанию в мире смертных, и Энлин обещает, что он сделает это. Помоги ей добиться успеха. Их связь укрепляется,
но окно статуса показывает, что до завершения его совершенствования осталось всего 5 минут. Солнце встает прямо перед ними, и когда Лу улыбается, система предупреждает его приготовиться к засаде. Лу признается, что никогда в жизни не получала такого удовольствия и спрашивает его, друзья ли они. Он говорит ей, что считает их друзьями, а она говорит ему, что рада, что он ее первый друг. У нее никогда не было семьи, и всю свою жизнь с ней обращались как с инструментом. Энн Лин обещает, что он никогда не бросит ее и хочет оставаться с ней до тех пор, пока они не изменят мир к лучшему. Она считает, что его слова самое приятное, что она когда-либо слышала, если они были искренними. Но она напоминает ему, что может говорить правду. С тех пор, как они достигли вершины горы, его аура стала мрачной. И если он просто совершенствовался, она все еще не понимает, зачем ему было практиковаться все это время. Система приостанавливает его поглощенность, чтобы он мог сказать правду, и Энн Лин продолжает говорить об этом. Он развивает свою силу, чтобы устроить ей засаду. По ее глазам она может сказать, что он говорит правду. Она уходит от него и призывает свою волшебную палочку, отбрасывая гигантский свет, свою конечную плоть. Система наконец-то завершила изучение нового заклинания «Божественное искусство земного лотоса». И Лин кричит ей, чтобы она уже просто верила в него. Магическая энергия, исходящая от его способности, освещает все поле и разрушает всю ее защиту. Она еще раз взмахивает своей палочкой, направляя на него удар, который отбрасывает его обратно на дерево. Направляя на него свой меч, он обещает, что это был просто несчастный случай, и она видит, что он говорит правду. Она просит его объяснить, почему он лгал ей все это время. И он продолжает рассказывать, что у него есть секрет, о котором он никогда никому раньше не рассказывал. Внутри его тела есть секретная система, которая действует как программное обеспечение, и как только индикатор прогресса заполнится, он повысит свой уровень. Она злится из-за того, как он злился на нее за измену, хотя сам изменял все это время. Он благодарит ее за понимание его ситуации и пытается убежать, но она дарит ему девчачью повязку на голову, говоря, что это даст ему иммунитет от духовных атак. Единственное, что она все еще хотела знать, это был ли он честен в том, что был ее другом. Однако она знает, что его дружба была искренней, и рада, что нашла нового друга. Система укрепляет его связь с Лу на 80%, придавая им статус приятелей по диарее. Серьезно, что, черт возьми, это за проклятая система? Это хуже, чем фальшивые фанаты, которые бегают среди нас. Так помоги же мне запутать их всех и уничтожить эту проклятую систему, отправив спам Rip the Toilet Paper в комментариях. Фальшивые фанаты никогда этого не ожидают. Когда он падает с неба, система предупреждает его, что с его новой силой у него есть 91% шанс попасть в топ-50. Но когда он упал, магическая атака обрушилась на него и отбросила в сторону. Соперник номер 1 Ван требует, чтобы появился Чин-Чин, чтобы они могли решить исход сегодняшнего поединка. Если он продолжит избегать его, Ван обещает уничтожить каждого ученика на поле. В то же время трекер Ин Линя активируется, чтобы уведомить его о том, что Сяолинь в беде. Они усмирили собаку и загнали Сяолинь в угол. Вэй приказывает ей держаться подальше от Ань Линь, но она говорит ему, что его ненависть порождена ревностью, и что он даже не будет стоить того, чтобы быть с ней. Палец Анны Лин. Разгневанный ее заявлением, Вэй использует свою магию, чтобы уничтожить Зиялан, но Эн Лин летит с неба, создавая туман, и спасает их обоих. Лакеи Вэя готовы напасть на него, но молния Вана наконец поражает, уничтожая тысячи учеников одним магическим броском. Молния летит в сторону Чэнь-Чэня, но ее удар никак не влияет на его медитацию. Ань Линь сумел пережить удар благодаря своей повязке на голове, но ее прочность изнашивается. Он видит, что Даби серьезно ранен, и Сяолин объясняет, что Вэй также был человеком, который замаскировался под Дабо, чтобы устроить ему засаду. Услышав это, Ань Лин решительно встает лицом к лицу со своими врагами, устремляясь к своим лакеям, чтобы победить их одним ударом. Поскольку Вэй был единственным оставшимся человеком, Сяолинь показывает, что он также был тем человеком, который назначил награду за его голову. Поэтому Ан Лин уничтожает его ударом кулака. После того, как все лакеи были побеждены, Ан Лин наконец завершил рандомную практику прокачки квестов, достигнув 9-й стадии. Сяолинь думает, что вот-вот сильно ударит его. Он извиняется за то, что не поговорил с ней раньше, и она принимает его извинения. Но Ван заявляет, что уничтожит все поле, если Чэнь-Чэнь не появится в течение 3 секунд. Когда он досчитывает до 1, появляется Сузу, и Ван думает, что нашел любовь всей своей жизни, но она называет его уродливым и отвратительным. Эмоциональный ущерб наносит критический удар, поэтому Чонг удерживает его своими цепями, но он легко вырывается из них. Атаки Сузу почти не влияют на его непобедимое тело, поэтому Чонг изо всех сил пытается использовать свою высшую способность. Он просит всех людей на поле боя поделиться своими способностями и поглощает их. Но его усилия бессмысленны, так как Ван с легкостью вырывается и сводит на нет атаки Сузу. Ван спрашивает ее, не хочет ли она пойти с ним на свидание после битвы, но она вонзает его копье себе в голову,
потому что предпочла бы остаться в живых, чем разговаривать с ним. Ты победитель. Чонг смеется над ним, но его насмешливый тон приводит его в ярость, и он наносит свой мощный удар. Божественный зверь летит к Чену, и хотя он пытается блокировать его своими щитами, способности Вана одолели их, разрушив его барьеры и победив его. Удары молний снова начинают атаковать каждого ученика, и как раз в тот момент, когда одна из них собирается ударить Ань Линя, Чэнь Чэнь уничтожает его кончиком пальца. Не прошло и секунды, как Чэнь Чэнь спрашивает его, выучил ли он это движение, и снова исчезает. Система снова появляется, сообщая ему, что осталось всего 5 учеников, и его шансы попасть в топ-50 равны 1 из 10, если он пожелает. Чтобы победить, он должен победить Вана. Он говорит своим друзьям, что они, возможно, скоро начнут называть его сестрой, как Джеймс Чарльз, и призывает Вана сразиться с ним лицом к лицу. Заял просит его перестать быть таким безрассудным, но он бьет ее в живот, чтобы устранить, и противостоит Вану, заявляя, что он будет лучшим. Человек, который победит его. После того, как Ван все это время не мог найти Чэнь Чэня, он вкладывает всю свою энергию в удар, и статус предупреждает Эн Лин, что его атака несет в себе угрозу для жизни. Но Эн Лин уже знала об этом и велела Даби подождать снаружи. Потому что в конце концов это битва Эн Лин. Свирепый божественный молниеносный зверь бросается с неба на Эн Лин, и он ударяет своими сотрясающими горы кулаками. Но способность уровня бога не оказывает никакого эффекта. У него не осталось никакой надежды. Он закрывает глаза, когда дракон приближается к нему, и он вспоминает слова Чэнь Чэня, говорящие ему «разучите это движение». Система поздравляет его с разблокировкой потрясающего набора для пальцев, и он немедленно активирует его. Свет пронзил небеса, и тело Вана было телепортировано в центр поля восстановления. В то же самое время Анлин был сожжен дотла, но достиг 2-го ранга. И Лю задалась вопросом, не был ли Анлин просто мягок с ней, потому что она больше не могла его запугивать. Однако после той битвы Анлин не приходил в сознание в течение 10 дней. Но когда он наконец очнулся, все старались проводить с ним время, пока он не выздоровеет. И система наградила его легендарным сплавом за выполнение задания, а также всемогущей техникой за то, что он был любим всеми, и сотни подарков от всех его школьных друзей. Месяц спустя директор школы сообщил, что повелителю демонов удалось сбежать из-под своей печати в мир смертных. И все ученики перешептывались друг с другом о том, как Эн Линь заменила Вэя, что привело его в ярость. Он вспомнил, как встретился с Вангом и накричал на него за то, что он не смог настроить систему так, чтобы он был единственным участником миссии. Но Ван призвал своего божественного магического дракона и сокрушил его, сказав ему, что он вообще не может сравниться с силами Эн Лин. Самый старший старейшина объявил, что 3 учениками, которые войдут в мир смертных, будут Ань Линь, Зия Ален и Чэнь. Когда все воспевали его как величайшего человека на свете, Ань Линь решил реализовать свой новый гениальный план и сказал им, что он создаст свою собственную криптовалюту. За самый большой розыгрыш ковра за все время. В то же самое время Лу пришла, чтобы сообщить, что они собираются создать киберспортивную команду, но когда она обратилась к толпе, Сиалинь вспомнила о повязке на голове, которую он носил, и поняла, что все это время она была взвинчена. Когда фестиваль закончился, Вэй увидел, как все прославляли Эн Лин. Но была одна вещь, которая его утешила. Потому что перед тем, как Ван покинул его той ночью, он сказал, что единственное, что ожидает Эн Лин в мире смертных, это верная смерть. Даже тогда он плакал из-за того, что теперь он не имеет значения, поэтому система наградила Эн Лин одной из самых сильных способностей – умением плакать. Потому что он заставил одного из своих врагов плакать. Лю пришла и начала рассказывать ему, что они вот-вот станут миллионерами после того, как закончат обманывать всех подряд, и Чен понял, что Сялинь была слишком занята тем, что ее трахали. Поэтому он решил уйти. Но Сялинь заметила, что Лю подарила ему маленькое колечко, и сказала ему, чтобы он всегда носил его с собой. Как только она ушла, преподаватель нумерологии предстал перед Эн Лин, но он вспомнил, что этот ублюдок только сообщил ему новости, которые разрушили его жизнь. Поэтому он убежал, прежде чем снова подвергнуться проклятию. Однако после того, как он исчез, Ксиоль спросила преподавателя нумерологии, может ли она узнать, что он собирается сказать Эн Лин, что повергло его в шок. В Dimensional Rift Лу умоляла его купить ей видеокарту для майнинга биткоинов. Прежде чем уйти, он сказал ей, что собирается добыть что-то еще с помощью своей дрели. Но Сиалинь все равно чувствовала себя неловко. Она вспомнила слова профессора нумерологии о том, что путешествие Эн Лин будет наполнено неизбежными опасностями и смертью как в прошлом, так и в будущем. Все его усилия окажутся тщетными, как если бы они были каплей воды под дождем. Она видела, как дух чуть не поглотил его. Но Эн Лин спросила ее, все ли с ней в порядке, и она притворилась, что с ней все в порядке. Чонг открыл пространственные врата между мирами, но розовые руки выскочили изнутри, чтобы утащить Лин, и Сиалинь прыгнула, чтобы вцепиться в него. Его друзья попытались убежать, чтобы защитить его, но Чонг сказал
сказал им, что он будет тем, кто последует за ними, и исчез в разломе. Сяолинь продолжала пытаться разбудить Линь, но чьи-то руки начали обвиваться вокруг нее, лишая ее сознания. Система бога войны попыталась предупредить его о том, что его жизнь в опасности, но вернула его в сознание. Он увидел, как падает с неба, и попытался ухватиться за Сяолинь. Но система сообщила ему, что его жизнь в опасности, и начала обратный отсчет от 10, когда он упал с неба, как метеор. В последний момент он активировал свою магию земного лотоса, и цветок достиг кульминации, пока не поднялся с земли и не превратился в бессмертный дух. Однако Ань Линь пронесся мимо него и, падая, втянул цветок в себя, прежде чем разбиться. Удар позволил Сяолань окончательно проснуться, и Чен бросился вниз, чтобы убедиться, что они оба благополучно добрались до места, и исцелил Ань Линя, как только оказался рядом с ним. Он был рад, что они оба в безопасности, но Ань Линь попросил его еще раз проникнуть пальцами ему в спину. Что ты хочешь этим сказать? Ксиалин разозлилась из-за того, что он хотел видеть в этом сериале всех персонажей, кроме нее. Но они услышали плачущий женский голос. Эн Лин достала зеркало и увидела, что прямо над ним плачет цветок. Однако оно исчезло, когда появился большой линкор, и девушка, командовавшая кораблем, представилась как Тянь и приказала им подняться на борт корабля. Вернувшись в крепость, Ань Лин попытался представиться лидером божественных посланников, но она рассмеялась ему в лицо, назвав его слабаком. «Мерзкий ублюдок». Однако эти слова не понравились Сяолин, и она спросила ее, зачем она пригласила их, если они не были желанными гостями. Тянь встала, сказав им, что она не приглашала их, а приказала им войти сюда и назвала их бессильными насекомыми. Сяолинь активировала свое пламя, чтобы напасть на Тянь, но Тянь парировала, призвав свои хлысты вокруг себя. Итак, прежде чем ситуация обострилась, система бога войны сказала Эн Линь активировать его всемогущую технику, чтобы подавить их души, и когда они собирались броситься друг на друга. Они застыли на своем месте в этот момент. Однако источником этой энергии была магия Чонга, и он сказал Тянь, что может связать ее несколькими способами. Поэтому он попросил ее номер телефона и действительно получил его. Именно об этом я и говорю. Вот почему он мне это говорит. Вот почему он козел отпущения. Козел отпущения. Чен посоветовал Сяолинь не рисковать своей жизнью из-за ссоры, и Тянь почувствовала, как его зрелость открыла ей шлюзы. Здание вокруг них начало трястись, и Тянь сказала Ань Линь, что их мир находится в опасности только из-за них самих. За неделю до того, как войти в мир смертных, система бога войны спросила Ань Лина, рад ли он вернуться в свой дом, но он признался, что боится. Однако он поклялся защищать Сяолинь, поэтому система сказала, что всегда прикроет его, если он когда-нибудь попадет в опасную ситуацию, и посоветовала ему никогда не терять себя, прежде чем вернуть свою душу в тело. Дух пожелал, чтобы Ан Лин стал тем, кем он был на самом деле, потому что для него дух обещал изменить весь мир. Как только они наконец добрались до штаб-квартиры комплекса, Цань представила их командиру их армии, и она приветствовала их как президента Альянса Юании. Когда он услышал это имя, Эн Лин вспомнила, что была его праздной пассией до перевоплощения, и кончила ему в штаны. Зиалин рассказала, что слышала о своих душевных атаках, и Эн Лин сказала ей, что она мучает его душу уже много лет. Бедный Зол, он буквально не может перестать трахаться. Зол и сказала Эн Лин, что с мужчиной, стоящим перед ними, будет трудно бороться, но Эн Лин испытывала трудности с чем-то другим. Юань рассказал, что все они собрались здесь сегодня, потому что собираются приступить к выполнению миссии, которая заключается в устранении врага. Культ демонов. Однако Шигуо сказал им, что они слабы и бесполезны, поэтому они привели их сюда только для того, чтобы отправить домой. Варп-врата открылись, и Юань сказал Эн Лин передать ей сообщение из мира смертных, а именно, что культиваторы никогда не будут приняты обратно в этот мир. Однако после того, как она произнесла эти слова, сработала сигнализация с уровнем бога крови. Итак, Эн Лин умоляла ее помочь им, если они смогут, но Ши Юга сказал им, чтобы они уже возвращались домой, и начал атаку водой в их сторону. Чонг немедленно создал барьер, чтобы защитить их от нападения, и вызвал директора на битву, чтобы помочь их в этой борьбе. После того, как я произнес эти слова, система сказала Эн Лин, что он должен занять место Чена и притвориться слабым. Затем проведите внезапную атаку, чтобы одолеть своего врага. Поэтому, изучив его навыки, Эн Лин согласилась и решила занять место Чена в бою. Как только они встретились лицом к лицу, Тянь закричала, что она будет его противником, и оттолкнула его, телепортировавшись, чтобы продолжать избивать его без единого шанса на победу. Вырваться, но Эн Лин сумела приземлиться, сжимая кулак, как ребенок. Тем не менее, она оттолкнула его и выбросила вперед кулаки, взорвав весь пол под ним. Как только он встал на ноги, Ан Лин активировала его небесные врата, и когда Тянь попыталась напасть на него,
вся ее сила была поглощена его вратами. Поэтому она отпрыгнула назад, чтобы высвободить свое последнее заклинание и запустила его в Анлина, но все это было поглощено его мастерством. Собрав всю энергию, которую он израсходовал, Анлин принял позу гонщика на треке и прыгнул на режиссера со своими сотрясающими горы кулаками. Но прежде чем мужчина смог контратаковать, Анлин активировал свою способность плакать, заставив мужчину вспомнить тот день, когда его жена была изикай от грузовика енота. Как раз перед тем, как был нанесен удар, Юань бросилась отражать удар кулаком и попыталась успокоить его, но Энлин достигла кульминации, когда он был убит. Как только он почувствовал ее, Юань была шокирована его силой, но сказала ему, что если он сможет выдержать ее душевную атаку, она позволит ему пройти. Но Энлин спросила ее, не могла бы она быть повежливее, потому что он был ее поклонником в течение многих лет. Поэтому она пообещала вознаградить его услугами фанатов, если он добьется успеха. Одним движением она направила на него свою духовную атаку, и в то время как энергия хлынула к нему, Чан попытался начать атаку. Но Анлинь схватил ее, когда она упала без сознания, и колебался, пока он не активировал свою духовную атаку. Всемогущая техника. На их глазах они увидели Анлиня, спускающегося с неба с небесной аурой, и система бога войны сообщила ему, что его желание становится абсолютным в этом мире, когда он активирует эту способность. Как только он приземлился, Сигуо извинился за свое жестокое обращение с ним, но Юань признала свое поражение и поблагодарила его за то, что он избил ее. И Лин спросила ее о его фанатском обслуживании, поэтому она спросила его, чего он хочет, но когда он заколебался, потому что это могло быть слишком много, она сказала ему, что не хочет этого делать. Она готова сделать для него все, что угодно, и сказала, что она балует своих поклонников. У бедного Зайола чуть не случился сердечный приступ из-за его немоты. Сигуо пообещал, что он обо всем позаботится, и умолял свою дочь поладить со своим будущим мужем, прежде чем отправить их в портал. Лин открыла два новых достижения. Заставь тех, кто тебя ненавидит, возненавидеть себя, и сделай так, чтобы твой собственный кумир стал твоим поклонником. В награду за свои усилия Анлинь получил божественное зрение совершенного уровня, позволяющее ему видеть насквозь все в этом мире. Как только они добрались до убежища демонического жеребенка, Тянь сказал ему, что они здесь только для того, чтобы разведать местность и определить численность противника. Но Энлин заметила, что к ним приближается опасный туман. Поэтому Тиан попыталась активировать заклинание и просканировала его с помощью своего телефона, отправив предупреждение об опасности по всему объекту. Сяолинь попыталась добровольно пойти помочь Энлин, но после того, как директор отверг ее отвлечение, она вспомнила слова преподавателя нумерологии и еще раз попросила их присоединиться к Энлин. В битве. Глубоко в ядовитом тумане группа людей в плащах медленно приближалась к месту, где находилась Энлин. Тиан попытался отступить и схватить Энлин, но он не двигался с места. Он начал использовать свое совершенное зрение, чтобы увидеть врагов внутри тумана, и активировал свою магию земли, чтобы помешать туману приблизиться к ним. Зная, что они не заподозрят, что он нырнул внутрь, Анлин активировал свою магию лотоса и вошел внутрь. Но когда Тянь попыталась войти вслед за ним, он вернулся и схватил ее, убегая. Среди них было 4 врагов божественного уровня. Но когда она задалась вопросом, что им следует делать, она услышала, как они кричат от боли. Лин рассказал, что он не только заставил их заплакать, но даже вызвал у них диарею. Какая, блядь, легендарная комбинация. Когда они пытались приблизиться к нему, пламя их свечей погасло, и Анлин извинился за то, что испортил их источник света. Однако 3 из них собрали свои крылья и начали летать. Но прежде чем они смогли напасть на него, он использовал свою магию плаксы, чтобы заставить их плакать вместо себя, и убежал. Вернувшись на базу, Юань отклонил просьбу Сяолинь и Чена помочь Энлин, но отправил 2 легендарных мастеров магии земли вместо себя. Но прежде чем они смогли уйти, Сяолинь попросила их взять ее с собой. Поэтому директор сказал ей, чтобы она перестала валять дурака, и приказал одному из мужчин напасть на нее. Как только он применил свою магию, Сяолинь создала барьер, чтобы блокировать ее. Пока она боролась, Чонг недоумевал, почему она так настойчива, поэтому она сказала, что жизнь Энлин в опасности, и умоляла его поверить ей. Услышав эти слова, Чонг активировал свою магию, чтобы легко сбить их с толку, и сказал им, что он пожертвует своей головой, если эта миссия будет выполнена. Потерпел неудачу из-за них, прежде чем прыгнуть в разлом. Как только он ушел, система оповещения снова сработала, и в поле зрения появилась девочка с черными перьями. Увидев эти крылья, Юань отправил на это поле все подкрепления. Один из солдат попытался выйти на поле боя, но прежде чем он смог пройти, мужчина застыл на месте. Ни у одной из их магий не было шансов противостоять магической силе, которая вырвалась наружу. Чья-то рука прорвалась сквозь пространственно-временной континуум, чтобы создать портал, и затопила все здание темным туманом. Появился чернокрылый демон, и она была рада, что добыла еще 7 жертвоприношений, потому что на данный момент осталось только 3. Тем временем тупоголовые демоны все еще плакали, в то время как коричневые пули сыпались с воздуха дождем,
а Сай Алан наконец воссоединился с Энн Лин. Он недоумевал, как Зия Алан узнал, что ему грозит опасность. Но прежде чем она смогла открыть правду, Тиан получил сообщение о том, что сигнал с базы был удален. Поэтому все они обратились за советом к Энту Линну, но он был слишком подавлен, чтобы сосредоточиться на битве. Потому что он больше никогда не сможет рассчитывать на поддержку фанатов. Мы должны оставаться сосредоточенными, братья. Мы должны оставаться сосредоточенными. Он сказал им, чтобы они молчали, потому что он что-то услышал. Но когда он повернул голову, чья-то нога врезалась ему в лицо и утащила его в небо. Ангел нанес магический удар прямо в его череп и отбросил его, чтобы остальные могли выпустить звуковые волны в его уши. От удара он потерял сознание, поэтому Чонг активировал свои цепи, чтобы удержать одного из ангелов, и ударил ее ножом. Двое других отвлекли Чена, поэтому пока Ань Линь падал, Сяо Линь побежала вперед и прыгнула, чтобы поймать его в воздухе, но заметила, что четвертый ангел упал. Член клуба смеялся, когда он нанес молниеносный удар вниз в их сторону. Тело Ань Линь упало без признаков жизни. Гнев Тиан усилился, когда она побежала, чтобы уничтожить этого человека, но его молния поразила ее прежде, чем она смогла приблизиться. Мужчина начал смеяться над ней, но Чонг упал прямо на него и попытался сбить с ног. Сиоли попыталась спасти Ань Линь, но когда появился вампир и закричал на нее, она наблюдала, как ангел поднял его, и когда она собиралась укусить его. Ань Линь активировал свою всемогущую технику, заставив всех ангелов потерять свою волю, и дал Зии Алан шанс сразить ее. Они интересовались, все ли в порядке с Энн Лин, но прежде чем он смог вернуться к ним, в пространстве появился портал, и две руки схватили Энн Лин, унося его от Сяо Линь. Когда сгустилась тьма, ангел призывал гигантский шар темной энергии, говоря своему богу, что все было наконец подготовлено вместе с Энн Лин, лежащей в центре сферы. Система бога войны попыталась разбудить его, назвав титаном Энн Лин, и попыталась создать искру, которая разбудила бы его, ударив кулаком по лицу. Это дало ему возможность разблокировать чит-код, и он согласился на мошенничество до конца. Таким образом, система сказала ему активировать кольцо, которое дал ему Лю. Она велела ему кричать «Мальчик света, трансформируйся», но Ань Линь подумал, что это было бы слишком банально. Однако он все равно решил закричать, и рука Лю появилась из портала. В то же самое время Сяо Линь упала, не дотянувшись до Ань Линь, но вампир подошел, чтобы укусить ее, поэтому Чен бросился со всей своей скоростью, чтобы сбить ее с ног. Два других ангела бросились к ней, и она совершенно потеряла рассудок. Но прежде чем портал успел закрыться, Сяо Линь собрала всю свою энергию и взмолилась вернуть Энн Лин обратно. Темный шар засиял фиолетовыми прожилками и взорвался над ней, позволив порталу расшириться для Золин. Девочка спустилась с неба, неся Энн Лин, и Золин видел, как Лю несла его всю дорогу вниз. Он попытался ущипнуть ее, чтобы убедиться, что это не сон, но она сказала ему, что он может ущипнуть ее позже в другом месте, и мгновенно исчезла. В течение нескольких секунд она уничтожала врагов, превращая их в ледяные сосульки, прежде чем телепортировать их всех в тот же пространственный разлом и схватить Энн Лин, прежде чем он упал на землю. Демонический ангел спросила Лю, на что она смотрит, и протянула руку к голове Лю, чтобы покончить с ее жизнью. Однако цветок появился в последний момент, крича, что она хочет немного покоя хотя бы раз в своей жизни. Пламя отбросило ее руку. Пока ангел думала, что Лю могущественна, Лю спросила ее, на что она смотрит, и полоснула ее по крылу, телепортируясь обратно. Увидев их уверенность, ангел сказала, что она не позволит никому из них сбежать, и создала меч, который опустился вниз, чтобы пронзить ее голову, призывая мифическую магию темной крови. Столбы жертвоприношения начали активироваться, и она призвала меч, который бросает вызов самому времени. Когда винт ударился о землю, появилось божественное оружие, и Тиан задалась вопросом, когда же она перевоплотилась в игру League of Legends, не имеющую аналогов. Демон начал приближаться к ним, но когда все они призвали свои мечи, они увидели, что их трясет от страха, и система сказала им об этом. Ему, что это может бросить вызов законам природы и даже уничтожить систему бога войны. Винт полетел в сторону Энн Лин, пронзив его и телепортировав его рядом с ней, что позволило ей нанести удар в его руку. Из центра красная энергия начала поглощать Энн Лин, поэтому его друзья бросились вперед, чтобы спасти его, но гравитационная атака отбросила их вниз и высосала их духовную силу. Королева демонов еще не закончила и призвала третье божественное оружие, послав гравитационные волны черной дыры, чтобы заключить их в капсулу. Стеклянный купол. Но из-за всей этой энергии девочка потеряла сознание и обнаружила, что энергия, высвобождаемая из этого образования, поглотит весь этот мир и даже уничтожит звезды. Теперь ее миссия была завершена, но Лю подумала, что это полная чушь, потому что в этой истории не было никакого смысла. Она призналась, что Бог повелел ей уничтожить все, что не было допущено в этот мир. Перед глазами Энн Лин появилось системное сообщение с просьбой пожертвовать пятой частью своей жизни ради абсолютной власти. Когда он сказал «да», фея нажала на него «нет», отклонив предложение, так что темная аура поглотила его глаза. Оказавшись в луже крови, Ан Лин задался вопросом, куда он попал, и система показала, что это было море его энергии. Однако меч начал натягивать цепи на его дух и начал удалять систему
систему бога войны. Боль от их разлуки начала давить на Ань Линь, но изнутри выпрыгнула фея и приземлилась вниз. Залин задавался вопросом, какой бог и Лин побеспокоили его, но Залин рухнул вместе с остальными. Дух предупредил его, чтобы он не подходил ближе, потому что если он это сделает, то окажется внутри бедствия, которое уничтожит его. Удар молнии почти испепелил ее, но из ее глаз потекли слезы, и она открыла, что она из другого времени, из места, где Энлин больше нет. Больше не существовало. Ее звали Тина, и она рассказала, что в далеком будущем небесное бедствие оборвало его жизнь. Поэтому она использовала всю свою силу, чтобы вернуться сюда и изменить будущее. Все это время она пыталась спасти его, и Бог спрашивал Тину, стоит ли ради него это делать, прежде чем рассмеяться и улететь. Все это время она была с ним. Но она не принадлежит этому миру. Из-за того, что она просто вмешалась в реальность, отвергнув его предложение, весь этот мир больше не примет ее. Воспоминания о ней начали исчезать и меняться. В каждой битве, даже в каждый момент, когда они были вместе, она начала исчезать из их существования. Все те моменты, когда она утешала его, и даже когда он начал это путешествие, она больше не собиралась быть частью этих моментов, сокрушая сознание Энлин. По крайней мере, она попыталась отдать ему свою оставшуюся силу, чтобы спасти его друзей. Но Энлин не могла смириться с мыслью увидеть слова «прощай», поэтому он бросился к ней и обнял, умоляя не уходить. Он пришел в сознание, и перед ним появилась Тина. Но катастрофа с молнией еще не закончилась, и последняя волна должна была начаться с восходом солнца. Она спросила его, почему он так сильно заботится о ней, и он сказал, что защитит ее, чего бы это ни стоило, но у Тины уже заканчивалось время. Из-за этого она хотела бы рассказать ему о своих чувствах, но поскольку ни один язык в этом мире не может описать их. Она поделилась своими чувствами к нему и попросила его пообещать встретиться с ней снова и позволить ей стать его духом. Значит, он согласился. После того, как она произнесла эти слова, она сказала ему преобразиться. Энлин произнесла слова преображения и восстала против оружия. Остальные его партнеры начали подниматься, и 3 божественных меча наконец оказались под его контролем. Таким образом, используя свое совершенное зрение, он обнаружил слабые места в формации и направил винт, чтобы прорезать каждое из них, в результате чего вся формация разрушилась. В конце концов, она велела ему обнажить божественный меч, и он указал на небеса. Демон наконец проснулся и был потрясен тем, что ему удалось справиться с ее бедствием. Киан хотела бы почувствовать острие его меча в этой позе, поэтому Зия Алан закричала, чтобы подбодрить его, и он активировал раскалывающий небеса выпад. Когда после катастрофы ярко засиял свет, все они поняли, что вышли победителями. Тина вышла из его груди и сказала ему, что собирается дать ему последнее задание, которое будет заключаться в том, чтобы отправиться в царство духов и найти ее из этой временной шкалы. Она сказала ему, что он должен быть серьезен, потому что он не может провалить это задание, поэтому он пообещал, что доведет его до конца. Вскоре она исчезла, и Анлин заплакал, увидев, как она заискрилась. В последующие недели общение Анлина с фанатами 1 на 1 было испорчено его друзьями, и божественные мечи признали его, но он не смог вытянуть ни одну из их сил, и его система больше не была пригодна для использования. По крайней мере, у него появилось много молниеносных способностей, и хотя он страдал от потери памяти, он все еще помнил Тину. Посмотри это следующее видео. До следующего раза, мои коллеги, легендарные мастера сюжета.